Бытует мнение о том, что европейские автомобили с пробегом 200 тысяч километров, которые были к нам пригнаны, состоянием лучше тех автомобилей, которые мы покупаем у нас тут в автосалоне новыми. Бытует мнение, что европейцы обслуживают автомобили только с оригинальными запчастями. И говорят, что у европейцев и запчасти, и масла лучше, чем у нас. Говорят, что европейцы относятся к своим автомобилям очень бережливо. И у них автомобили сохраняются как новые, даже на пробеге 200 тысяч километров. На примере BMW 3 серии 2017 года с пробегом 200 тысяч километров мы как раз таки это и проверим. Правда это или все-таки домыслы? Сегодня посмотрим, как обслуживали мою машину, европейскую машину. Поедем в автосервис, поменяем масло моторное, поменяем все фильтра. Я уже фильтра купил. С фильтрами это тоже отдельная история, друзья. Цены просто ужасно бешеные. Сегодня я поеду в автосервис, поднимем автомобиль на подъемнике, посмотрим, что у нас там творится снизу. Настолько ли идеальны эти автомобили, которые ездят по идеальным дорогам Европы. Посмотрим, какие фильтра тут стояли. Я масло не стал покупать оригинальное. Мы знаем, что в оригинальных упаковках BMW залито масло Shell. И, естественно, Shell в своей упаковке стоит дешевле, чем в упаковке BMW. Обращаю ваше внимание, что сейчас на рынке очень много подделок. Купил масло Shell Helix Ultra 5V на 30. Я вам сейчас покажу несколько признаков, как отличить оригинальное масло от неоригинального. Ну, во-первых, на крышке мы видим вот такую вот каплю. И эта капля должна переливаться из черного в оранжевый, красный, ну и так далее. Говорят, что если это была бы подделка, вот эта капля, она не переливалась бы. Краска тут металлизированная. Здесь есть у нас проверочный код. На поддельных упаковках эта полоса уходит прям до сюда, а иногда в некоторых случаях даже до сюда. Если не оригинальная упаковка, здесь все будет гладко. Шрифт точка, точка, точка. Если это опять же будет подделка, в некоторых местах, оказывается, эти точки сливаются. Еще мы видим вот такую букву Г. Видите, вот эта полоска, черточка, да, снизу. Она только в правую сторону выступает. А в подделках выступает еще, оказывается, и в левую сторону. Это основные признаки. Кстати, масло я купил в магазине Автомир. Это у нас сеть магазинов в Казани. 4-литровая упаковка стоит 5250 рублей. Я у них спросил, откуда у них это масло. Поставляют ли до сих пор Shell им масло. Они сказали, что шелловского масла больше не будет. У них запасов примерно до октября месяца этого года. Поэтому, если вам нужно, скажем так, оригинальное масло в упаковке Shell, вы можете поехать в магазин Автомир и купить, пока у них есть такие масла. Фильтра я купил на Технической 29, там есть магазин Ирбис. Они являются официальными дилерами Фильтрона и Мана. Но как являются? Являлись. Вот этот фильтр у них был салонный в наличии. Фильтрон у них тоже был в наличии, поэтому я эти два фильтра сразу взял. А вот масляный, мне пришлось подождать неделю, я ждал этот фильтр. У меня была вибрация по кузову, я заехал на днях на шиномонтажку, и когда сняли два колеса, я просто, сказать, офигел. Но это, наверное, ничего не сказать. Так что мы сегодня еще раз поедем на шиномонтажку. Я уже заказал себе колеса, они вот вчера пришли. Сегодня мы их будем ставить, ну и я вам покажу, в каком состоянии колеса и как же европейцы все-таки обманывают. Колеса я купил бэушные. Вот этот комплект резины 205/60 на 16 Dunlop. Комплект купил за 15 тысяч рублей. Но, друзья, на этой резине проехали всего лишь 400 километров, по словам владельца. Резина 2020 года. Вот, но я вижу прям по протектору, ну это реально новая резина. Поэтому за 15 тысяч рублей купить на сегодняшний день Dunlop, я считаю, это просто подарок. Потому что новая резина такая, ну я думаю, стоит не менее 8 тысяч рублей. Мне
предлагают сюда поставить 18-го, кто-то даже говорит 19-го диаметра. Поэтому посмотрим, что с этой резиной увидите на шиномонтажке. Это просто, друзья, ужас, еще раз говорю. Здесь стоит мишленовская резина. Во-первых, она у меня перевернута. То есть резина не направленная, но у резины есть надписи inside и outside. То есть внешняя и внутренняя сторона. Ну а сейчас мы поменяем масло в двигателе. Мы здесь видим наклейку, обозначающую то, что масло было поменено на пробеге 163 тысячи километров. Я напомню, машину я покупал с пробегом 194 тысячи километров. И, кстати, возможно, это была последняя замена масла, так как у европейцев интервал замены масла как раз равняется 30 тысячам километров. Наверное, опять же, это связано с тем, что в Европе масло золотое, погода у них самая благоприятная, пыль и грязь у них, естественно, тоже самая чистая. Мы можем видеть тут какие-то ржавчины, болты тут стоят оригинальные, ничего нигде не откручивалось, по крайней мере, явных следов не увидеть. Это крутая резина от остроумных голландцев. Мы видим, сохранились еще оригинальные наклейки на деталях, а вот справа с задней защиты тут случилась беда. Защита была чуть-чуть треснута пополам, и в один прекрасный день, когда я ехал по трассе, треснутую часть защиты просто отломила потоком ветра. Эту защиту я уже заказал, она у меня пришла буквально на днях, и надо будет эту защиту поменять. Есть какие-то мелкие царапины, ничего особенного. Не могу сказать, что тут днище отличается от моего прошлого автомобиля. Такие же мелкие царапины, такие же мелкие ржавчины, тоже также на моей прошлой машине. На некоторых деталях еще сохранились наклейки заводские. Приближаемся к первому фильтру. Это топливный фильтр. Мы видим значок BMW и MAHLE. Это нам говорит о том, что на топливном фильтре не экономили. И сюда поставили оригинальный топливный фильтр. А это у нас масляный фильтр. Кстати, кто сталкивался с масляным фильтром MAHLE от BMW, очень даже похоже, только тут название Purflux вместо надписи MAHLE. Мы видим шрифт идентичный MAHLE или оригинальному BMW-шному. Такая же надпись Австрия. Ну и надпись, каким автомобилем данный фильтр подходит. Фильтр как фильтр, ничего особенного я про этот фильтр сказать не могу. Ну а это мы видим воздушный фильтр. Опять же, название тут Purflux. И опять же, очень похож на фильтр MAHLE. Не могу сказать, что состояние этого фильтра, опять же, как новый, фильтр как фильтр. У нас в России, когда меняют фильтра, они примерно в таком же состоянии, в зависимости от эксплуатации автомобиля. И опять же видим неоригинальный воздушный фильтр, Made in Slovenia, ничего особенного нет. Когда его меняли, опять же, неизвестно. Ну и как вы можете видеть, состояние резины тут просто плачевное. Вы можете сказать, может это у тебя там одна резина такая или две. Нет, друзья, тут все 4 резины, ни лучше, ни хуже, все в одном и том же состоянии. И я полагаю, друзья, эта резина была установлена специально для продажи. И специально установлена с красивой стороны наружу, потому что если бы они поставили бы эту резину по-правильному, это могло бы отпугнуть покупателя. Ну а сейчас посмотрим, какие же колодки ставят европейцы. Смотрим переднюю ось, видим тут выбито BMW, а вот сверху тут написано Techstar.
Но мы знаем, что Techstar является официальным поставщиком для компании BMW. И это нам говорит о том, что тут колодки стоят как раз таки оригинальные. Диски тут неизвестно какого происхождения, а сейчас идем на заднюю ось. А вот здесь на колодках мы видим надпись уже Bosch. Bosch все-таки это не BMW. Но справедливости ради я хочу отметить, что я когда-то на Volkswagen Passat по кругу ставил колодки Bosch и был очень приятно удивлен. Тормозили идеально и без скрипов. Вот такой вот расклад у нас по шинам и по тормозным колодкам. Наверняка у вас остался вопрос, почему же я не поменял себе топливный фильтр. А на тот период времени, когда я искал себе топливный фильтр, либо цены доходили до 10 тысяч рублей, либо продавали те поставщики, в которых я не был уверен. Наконец появился надежный поставщик, у которого 100% оригинальные фильтра и, самое главное, по приемлемым ценам. Вот он, наконец-то, у меня сейчас на сегодняшний день есть топливный фильтр от компании Мале. Опять же, Мале это и есть оригинал. Также Мале фильтр масляный, фильтр воздушный, салонный фильтр от компании Filtron. Это полный комплект фильтров для проведения ТО на таком автомобиле, как у меня. Также, друзья, есть фильтра и на другие модели BMW. Кому интересны данные фильтра, контакты будут в описании, пожалуйста, обращайтесь. Отправляйте свои запросы по WhatsApp с описанием своего ВИН-кода. И мы вам вышлем актуальные цены на фильтра именно на ваш автомобиль. Промежуточные итоги по обслуживанию моего автомобиля, друзья. Фильтра использовались не оригинальные, но нельзя сказать, что эти фильтра плохие. Те же самые фильтра PureFlux считаются высокого качества. На задней оси мы увидели накладки Bosch, но Bosch опять же не говорит, что это плохие колодки. Лично по моему мнению, колодки Bosch, если это оригинальные настоящие Bosch, они очень даже хорошо тормозят. По поводу резины. Тут у меня опять же слов нет, вы сами все видели. Но еще при покупке автомобиля я понимал, что резину я однозначно буду менять, как только приеду к себе домой. Ну а сейчас переходим, друзья, к внешнему виду автомобиля. Как же автомобиль сохранился на пробеге 200 тысяч километров и какие я минусы нашел еще за время эксплуатации. Лакокрасочное покрытие сохранилось на твердую пятерку, тут двойной заводской окрас. Кто-то в комментариях писал о том, что не бывает двойного слоя окраса завода. Друзья, бывает. Салон. Сиденье тут из натуральной кожи. В отличие от множества других автомобилей, которые продавали у нас дилеры. И кожа сохранилась великолепно. Также и на руле. Кто садится в мою машину, говорят, что машина как новая. Хорошая комплектация, электросиденье, адаптивный круиз, проекции и так далее. Видимо, для развитых европейских стран богатые комплектации это норма. Что не скажешь про российские комплектации. Но стоит отметить, что в Европе есть автомобили и с более бедными комплектациями, чем у нас в России. Например, в Европе есть тройки с галогеновыми фарами. А вот еще один интересный момент. Обратите внимание на салонный свет. Салон освещается обычными желтыми лампами, а на плафонах нет функции освещения для отдельного пассажира. Полностью отсутствует подсветка на зеркалах, под ногами нет декоративной оранжевой подсветки по центру панели. И на картах дверей. Нет подсветки под дверями и на ручках дверей. А вот так выглядит салонная подсветка для автомобилей, изготовленных для Российской Федерации. Естественно, для европейцев такая подсветка тоже доступна, но, скорее всего, за отдельную плату. И опять же, очень странно это все. В общем, по салону нареканий нет. Лобовое стекло тут родное, и до 200 тысяч пробега не было ни единой трещины, пока машина не попала в Россию. Когда я ехал из Республики Беларусь, прилетел камень, появилась трещина. Лобовое менять не стал, трещину заделали. Почти незаметно. Стеклоочистители Valio компания, так же как и Мале, является официальным поставщиком для компании BMW. Ставим зачет. Переходим к передней части авто. Тут начинается самое интересное. Вы можете видеть странные решетки. Лично я в России не видел такие. Они наполовину закрыты. Возможно, их устанавливают специально для авто, которые часто ездят по автобанам. Напишите, кто что думает по этому поводу. И помогите мне, пожалуйста, решиться, какие решетки лучше поставить. Черные китайские или оригинальные, но с серебристой окантовкой. На бампере видим царапины, углом куда-то уперлись. Видим запотевшую фару. Запотела она после первой автомойки. Сверху фара целая, скорее всего, есть трещина где-то внизу. Сейчас поедем, отремонтируем фару, если получится, конечно же. Если не получится, придется покупать другую.
Самое основное у нас пришелся удар на вот эту боковую часть. Ага, треснуло. Больше всего пострадало, треснуло, но не вышло на лицевую часть. Эту трещину можно снаружи запаять и загерметизировать дополнительно, без разбора. А внутри чисто, чистить не нужно? В целом увидим только после того, как отмоем полностью стекло. И внешне, в принципе, прям сильных, так скажем, загрязнений, которые прям критичны были бы, их нету. Фару запаяли. Вот так у нас это сейчас выглядит. Сейчас будем смотреть, есть еще где-то трещины или нет. А вот эта грязь, это снаружи, да? Это все снаружи, да, в основном. На лицевую часть она не дошла. Ну, в общем, на отражателях все чисто. Да. Соответственно, вот такой вот вид. Внутрь воздух. А что там, отверстие есть? Да, вентиляция. Это специальная вентиляция такая, на всех фарах? Да. Вот вентиляция. И вот здесь вот, соответственно, тоже вентиляция есть. Ничего себе, то есть фара не герметична, по сути. По факту, да. Также здесь разъем сквозной, если потрогаете рукой, достаточно хорошо выходит воздух. Да. И можно также, и тут также, да. Да, и также можно увидеть на свет, если Да. Если вышел из строя также разъем или уплотнитель, тоже зачастую бывают такие моменты, то что окисляется вся проводка. И выходит из строя полностью фара и также проводка. То есть оно все в комплекте меняется. Это закрывается, вот эти отверстия этим, да, как раз? Да. То есть вот тут идет губка отдельно и свой фиксатор. Интересно. Находится ремонт фар на Чистопольской 38. Кому надо будет, обращайтесь. Номер тоже под видео оставлю. По городу, кстати, одной из самых дешевых цен здесь. Самое главное, хотели добавить то, что фару нужно делать вовремя, то есть если есть какие-то повреждения, можно это устранить за короткое время, в принципе, по работе. То есть если вы попали в небольшое ДТП, вы увидели то, что фара немножко запотела, сразу можно обратиться к нам и устранить эти моменты, дабы чтобы не запотела дальше, не вышла из строя диодная оптика. Пока грязь не оказалась внутри, да? Да, также дорогостоящие блоки. Самое дорогое это всегда были блоки, которые заливаются очень хорошо, очень быстро. Также диодные подсветки, модули и само освещение у нас сейчас все на диоды переводится. Дабы, чтобы это все не вышло из строя, можно быстро запаять, сделать, малой кровью обойтись. Ну и самый интересный вопрос, наверное. Где же обслуживался автомобиль? У официального дилера, не у официального дилера. Обычно у нас в России авто у дилера обслуживается примерно до 100 тысяч километров. Потом, чтобы сэкономить денег, автовладельцы предпочитают обслуживать автомобили в клубных сервисах. Я съездил к официальному дилеру ТТС и попросил историю обслуживания дилера. История обслуживания действительно у них была. Но прежде чем перейти к истории обслуживания, я хочу вам сказать, что выставил автомобиль на продажу. Кто-то, наверное, уже подумал, ага, с машиной что-то не так, что-то не то. Наоборот, скажу, что с машиной все хорошо. Продают так, как есть определенные планы, но, как гласит русская народная пословица, не говори оп, пока не перепрыгнул. В общем, кому интересно, ссылка на объявление о продаже авто в описании под видео. Ну а сейчас какую же информацию мне передал официальный дилер ТТС. На бортовом компьютере автомобиля по обслуживанию есть 4 отметки. Начиная с покупки автомобиля в октябре 2017 года с пробегом 3 километра. Это было нулевое ТО. Но почему-то в ТТС мне эту информацию не передали. То ли не посчитали нужным мне это сказать, то ли действительно у них нет такой информации. Мне, кстати, распечатку не дали. Сказали, по защите прав потребителя не имеют права давать распечатку. Но продиктовали. Следующий заезд ноябрь 2018 года. С пробегом 62 890 километров. Это есть и на бортовом компьютере, это и подтвердил Транстехсервис.
Меняли масло, все 4 фильтра. Следующий заезд по бортовому компьютеру через год, октябрь 2019 года. На пробеге 121 тысяча. Также в ТТС подтвердили. Меняли масло, фильтра и передние колодки. А вот заезд по гарантии 14 октября 2019 года в бортовом компьютере не указан. Машина заезжала по гарантии, меняли на руле блок управления мультирулем. Об этом свидетельствуют проколы на руле. Май 2020 года. Пробег 151 тысяча. Замена массы и фильтров. Запись есть и на бортовом компьютере, и у официального дилера. Это последняя запись в бортовом компьютере, но не последняя запись у официального дилера. В декабре 2020 года гарантийный заезд. Замена радиатора ОГ на пробеге 169 тысяч километров. На этом история обслуживания заканчивается. Ну и на пробеге 194 тысячи километров в конце 2021 года авто продается через аукцион в Нидерландах. По истории мы видим по одному заезду в год. Для России это странно, но видимо не для Европы. И видимо у них другие правила. И я думаю, авто обслуживалось в стороннем сервисе и заезжало раз в год к официальному дилеру для сохранения гарантии. Такое вот нидерландское обслуживание. Я вам показал, как обслуживали европейскую машину. Лично я для себя понял, что обслуживают авто примерно так же, как мы в России. Не всегда стоят оригинальные запчасти, но по возможности стараются устанавливать хорошего качества. А вот по поводу салона скажу, что у них салон действительно выглядит лучше, чем у нас машины с пробегом 200 тысяч километров. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр и всем пока.